А вот и утро. 8 часов 11 минут. О, 7 июля сегодня, равно месяц. Еще один прошел. Получается, уже 2 месяца в пути. Ну да. Да, посмотрим, что там. Опа, замечательная погодка. Да, супер, просто отлично. Сюда встал, походил немного. И дальше лег лежать. Уже просто лежал. Потому что солнышко вот прямо тут светило ярко-ярко. Вот сейчас оно стало за дерево заходить. Вот сейчас и можно уже еду разогреть. Тут что-то так прямо ярко светило. Я тут постоял. Ну, утреннее солнце тоже уже жарит неплохо. Думаю, да что-то неохота под солнцем что-то делать. И дальше лежал. Ну, еще полчаса полежал, наверное, просто так. Музыку послушал. Ну все, сейчас тенек пошел. Можно продолжать. Сегодня особо торопиться некуда. Да и Иркутска, что там, 150 там с копейками осталось. Если упороться, можно приехать под вечер. Там уже совсем будет вечер. И еще там делать вечером. Вот так что сегодня максимально близко к Иркутску подъеду. Ну и за несколько часов также, наверное, может раньше, до заката остановлюсь. А уже завтра, то есть получается, да, завтра буду в Иркутске. Днем смотрим город. Город должен быть красивый. Там река Лена протекает. Или подожди, Енисей там протекает. Во. Енисей я ни разу не видел. Обычно, когда у меня еда разогревается, я уже начинаю только собираться. Коврик, спальник, вещи начинаю уже собирать. Че, чтобы время не терять. Такой у меня спальник. Все, спальник готов. Классный коврик такой, самый обычный каремат. Все легко и просто. Раз. Коврик готов. Тушеночка готова. Нафиг что-то вырубаем. Походу она аж перегрелась. А ладно, что, пока буду что-нибудь делать, подостынет немного. Все. Взрыв был, значит загорелось. Ну, в общем, вот так мое утро и проходит. Пока готовлю, начинаю собираться потихонечку. Туда-сюда. Но если даже не собираться, ну, 20 минут максимум уходит, чтобы собраться все. От 10 до 20. В зависимости, в каком темпе это все делаю. Сейчас, понятное дело, я никуда не тороплюсь. Погода идеальная. Это в ускоренном темпе делаю, когда там возможно осадки с неба. И непонятно, выезжать либо еще подождать. Вот бывало, да, такие моменты. Только соберешься и дождь пойдет. Либо только начнешь собираться наполовину и дождь начинается. Приятного аппетита. Можно и позавтракать, да. В этой банке вроде побольше мяса. Что-то как-то непонятно. В одной меньше, в другой больше. Действительно, какой-то разносорт идет в банках. В одних прямо вчера было, ну так, не очень там мясо там. Это прямо набито. Завтракаем, собираемся и выдвигаемся. Сегодня вон ту сторону, да. Туда, куда, можно сказать, дует ветер. Сегодня тоже хорошо, но я уже не мониторил прогноз погоды, я не знаю, сколько дней еще ветер такой будет. Ну, вроде ветер такой же, как и вчера. Должен быть в спину. «981 километр», где я и был. Хоба!
Ну, помчали. Так как у нас уже минус 1 час, значит получается 10 часов. 10 часов 3 минуты. Ну, пойдет, нормально выехал. С учетом того, что не торопился вообще нисколько. Как проснулся, походил, потом опять лег лежать. Полчаса где-то ждал, когда солнце уйдет, чтобы быть в теньке. Ой, как хорошо с утра поехать вот так вот. Смотреть эти виды прекрасные. Погодка хорошая, шикарная. Тепло, хорошо. Дождя не предвещает. Просто прелесть. Сейчас еще и поворот будет на градусов 30 направо. И ветер вообще должен быть в спину. Но ветер это такая штука непредсказуемая. Ну, вот этот поворот. И доехали до него. Вроде такой незначительный. А на карте выглядит прямо такой значимый. Да, вот грузовик поворачивает. Ну и мы начали потихоньку поворачивать. Ну все, сейчас дорога относительно все на запад пойдет. Ну, естественно, тоже на север, на юг будет туда-сюда ходить. Кстати, неплохой такой поворот, да. Ну, градусов 30, да, есть, может больше даже. Рыбная. Уяр и Уря. Уря. Как-то давно читал это сводки, ну, немецкого солдата, ну, во время Второй мировой войны. И вот он и многие говорили, что наши солдаты советские, когда нападали, кричали свое пронзительное «Уря!». Так и было написано «Уря». Не «Ура!», как у нас, а «Уря». Так, вот и остановочка, надо выкинуть мусор. Заозерный и Рыбное. Ну, значит, явно там можно где-то искупаться. Я бы, конечно, даже бы, наверное, уже сейчас искупался. Было бы вообще неплохо. Вода, она уже теплая, если какое-нибудь убойное озеро будет. Ну, теплая погода стоит, потому что за ночь-то особо не успевает остывать. Ну, хотя ночью где-то 13-14 показывает. Ну да, Заозерный 24. А Рыбное не так далеко. Всего-то 2 километра. Ну, конечно, мы туда не поедем. О, здесь лэпка проходит. А сверху провод идет. И на ней авиационные маячки висят. Вот эти шарики, если видно. Вот и речка Рыбная. Она такая мутная. Вот вчера не доехал до сюда. Ну сколько я, километров 12-13 проехал. Нужно было бы и даже здесь остановиться. Ничего, такое место. Да, что-то мутная вода. Где-то только кажется. Вот я освежился. Речка прикольная, теплая такая. Ну вот прямо сюда зашел. Течение хорошее, стоишь, так тебя течением сносит. Да, утро просто замечательное. Водные процедуры прямо с утра.
Да, вот жалко, что не доехал. Я вот реально бы здесь остановился. Там место такое хорошее, здесь искупаться можно. Да, чуть-чуть не доехал буквально. И что здесь такая лодочка с пропеллером? Вот это мотор так мотор. Пофигу, водоросли, не водоросли. Везде пройдет. На вентиляторе таком. Ну, надеюсь, здесь есть это. Что-нибудь попить-то. Нет, тут кроме кассы ничего нету. Думал, может, что-нибудь-то будет. Хотя бы холодильник с газировками. Уяр 28. Ну, по ходу дела в Уяре и будем закупаться. Ну, также пару тушеночек. Хлеб надо и к чаю что-нибудь взять. А то вафли почти закончились, там 2 штучки осталось. Так что да, значит, Уяр впереди. Ну, блин, лишь бы он с трассы недалеко был. А лучше, что прямо через Уяр проезжала. Ну, проходила трасса, я имею в виду. Татьяновка. Ангары какие-то. Просто мне кажется, что я вот, ну, это моя первая поездка такая большая, и как бы я что-то прям переборщила. А сколько вес общий? Я не взвешивала, честно говоря, но... А можно это попробовать? Зато это баланс более-менее правильный. Так, вот я встретил велопутешественницу впервые. Маша зовут. Едет по такому же маршруту, что я, только наоборот. Через Байкал, через Монголию и Новосибирск. А ты сама с Новосибирска, получается? Ага, понял. Вот у нее такой велосипед. Что это? А что за модель? Что-то непонятно. А это Forward Sporting Турист. А, да, вот, кстати, туристы написано, да. Железяка, в общем, там вообще ничего нету такого. Хром, да? Нет, это железо. А, железо? Да, это прям железяка. А, ничего себе. Но зато надежно, если что-то там сломается, да, можно. можно. В колхозе приварить. Да. То есть у тебя запасная покрышка вся, да? Да, это я вот уже взяла в этом, в Красноярске. Ага. Потому что мне внешний вид моей задней покрышки перестал нравиться. То есть, ну, у него, короче, получается, как яйцо идет вот здесь вот. Меня это смущает. Мне кажется, что в какой-то момент может пойти что-то не так. Ну да, какая у тебя ширина? 2,2, наверное? 2,10. А, 2,10. Ну, кстати, для Монголии это вообще будет нормально. Но если ты будешь по асфальту ехать, в принципе, вот у меня сзади вообще слик стоит, а спереди кенда чуть-чуть зубастая. То есть кенда 35, сзади швальба на 40. По асфальту как бы вообще нормально. Так, а ты что, Маша, сколько в день примерно проезжаешь? Я вообще мало, потому что вот сейчас подъемы все это идут. Я чаще всего в подъем я толкаю просто в гору велик. Поэтому где-то 50, там, ну, 60 бывает. Бывает вообще 30 пройду. То есть, ну, в зависимости еще от погоды. Да, вот, погода. допустим, позавчера там я 3 раза дождь пережидала. Я только начала ехать, у меня начался дождь. Я в остановку пережидаю. А я бывало так же. Ну, когда вот на улице тепло, солнце, и ты видишь, что туча, как бы туча идет, а за тучей просвет. Я пофиг уже еду так просто. Да, ну ты все видишь, 1000 где-то, да, получается, проехала. Все только раскатываешься, потом будет проще, потом будет легче. Так что вот. Такой момент был в начале июля. То есть я не помню, это прям числа 3 или 4. Я организм такой, все, я дальше не поеду, я дальше не хочу. Ну ничего, потом второе дыхание открылось. Да, ну да, это потом надо втянуться, привыкнуть. Это первая 1000, может вторая так идет. Я да уже, ну, наверное, уже ближе к 6000 подхожу, сколько я проехал. Сегодня ровно 2 месяца, как я выехал. Выехала 7 мая. Вообще, в Монголии, когда проходишь,
Там вот границу как нормально, все, без всяких... А ты, получается, через Каяхту будешь, да? Да. У них там, знаешь, такая заморочка, то, что они на великах не пускают. Надо искать машину, чтобы загрузить. И это, я когда проезжал, получается, через Ташанту, там не проблема. Я просто заехал с великом, меня все посмотрели, но просмотр, допуск, все формально. Просто смотрят, в сумках ничего не лазит. Ну и как и в Каяхте в этой. А вот то, что там заморочка, это надо будет машину. То есть ты к границе подъедешь, тебе, скорее всего, скажут, найди какой-нибудь там внедорожник, грузовик, без разницы. Они все легковые стоят в очереди. Просто кому-нибудь попросить. И вот у них такое правило, чтобы велосипед был в машине. Я не знаю, какой-то дурдом, я считаю. Что такого? Ну, как бы проблем нету, там все понимающие, там они знают то, что так нельзя. То есть возьмут. Вот меня мужичок взял, у него был машина-танк, большая, он там все там разложил, и мой велик залез. Так что как бы проблемы не будет, я думаю. Договоришься без проблем. А на Ташанте без проблем на велике можно. Так, а с водой, говоришь, там проблем нету, да? Ну, в принципе, между поселками всегда есть расстояние, бывает 70-80 км, бывает 50. Ну вот если вот перед Алтаем, получается, ты к Алтаю подъедешь, если ты, получается, с востока на запад ты едешь, да? Да, там будет до следующего городка, да, километров, может, 200. Поэтому я там тогда закупился 7 литров воды, куча тушенки. В тот день такой ветер сильный, подул. Прикинь, я ехал 50 километров в час, выключая педали. Ветер был вот такой. То есть я еду 50 километров, меня показывает. И ветра я не ощущаю, меня ветер просто толкал. Я тогда реально, я быстро доехал. Я бы себе парус поставить, можно было и сотку домануть, да? Ну да, парус поставить, да. Ладно, желаю тебе хорошо доехать, осуществить твою мечту, чтобы все было хорошо. Да, Маша, конечно, молодец. Такую авантюру придумала. Первый раз ехать и сразу в Монголию. Многие это просто по России ездят и за границу боятся выехать. Ну, молодец, она хочет также проехать по такому же маршруту, что я, только в обратную сторону. Ну, я ей так рассказал про Монголию, чего, как, где, что там. Свои нюансы рассказал, всякие там, что я повстречал на своем пути в Монголии. Так что вот, ну что, если ты, Маша, смотришь, тебе привет большой. Надеюсь, у тебя все получилось, это путешествие. Пожелаем ей удачи. Молодец, девчонка. А и тут какой-то этот район там поменялся, не заметил. Хочу в кафешку заехать, что-нибудь взять попить. А может и супчика навернуть. Что время? 11-12 час дня. А че бы и нет. О, какой лимузин тут стоит. Ходу дело давно стоит, весь ржавый. Я заказал окрошечку на квасе. Как же я давно ее хотел. Да, окрошка это хорошо. Новопятницкая. Да, окрошка на квасе холодненькая, вообще просто замечательно. Прямо с удовольствием покушал. Давно хотел взять окрошку. До Красноярска вообще немного осталось. 99 км всего. Бескрайнее желтое поле. Даже горизонта не видать. Вот граница. Слева, видимо, посажена позднее, а справа раньше. И снова Заозерный и Рыбная. Вот там дорогу делают. Реверсивное движение.
Вчера только проезжали Своротку на Бородино. И вот оно снова Бородино. Можно вот тут еще доехать до него. Отсюда точнее. Вот такую кучу кладет тонар. Эта штуковина едет, ее распределяет по уровню как надо. Вот так и делают асфальт. И тут же каток все закатывает. Ну, надеюсь, дальше, значит, дорога сделана. Если, конечно, они отсюда только ее не начали делать. Ну, реально, с запада на восток машин в разы больше. Капец, там пробка. Я-то, когда вот сейчас подъезжал к этому, там немного машин было. И как бы и то все вперед уехали, и за мной только одна машина встала. Ну, вот грузовик. Да. Движуха вся идет на восток. Все, помчали по новому асфальту. О, как прилипает, да? А вот опять Уяр. И Ольгино. Надо карту посмотреть, я что-то вроде смотрел. Ну типа в Ольгино, если что, заезжать, закупаться. Затариваться. О, Стелла. Уяр. Наверное, как-то расшифровывается. Эту карту смотреть, поехали, да и все, километр всего. Ну я смотрел, там вроде. Ай, плюга. Поселок-то такой, не маленький. Магазы должны быть по-любому. Что-то мне кажется, тут закралась какая-то ошибочка. Перечеркнуто. А, ну это просто краской перечеркнули. Какой-то чудик зачеркнул. Вот там храм с золотыми куполами. Ну, магаз должен быть по-любому. Вот где-то вот тут, наверное. Либо слева, либо справа. Гадалки не ходи. Тонный магаз. Такой там. Это не руденский, казахстанский, какой-то другой обычно. Непонятно, он газированный или нет. Я попробовал такую говядину, 220 рублей что ли стоит. Короче, вот эту штуковину заметил. Походу это воду набирать, да? Да, так и есть. Наберем водичку еще за одним. Вода чистейшая, ледяная. Какой-то недострой. О, наконец-то срезанный асфальт закончился. Огромная ширина. О, что тащит. Как лодка. Офигеть. Второй. Что это такое? Реально, что-то большое для чего-то. Вот трактор проходит по земле. Столько птиц там летает. Вон их сколько везде. Так это же не вороны, это ястребы либо соколы. Целое семейство. Что, надо еще 5 километров потерпеть до нормальной дороги. Вот, что-то вот этот промежуток вообще не очень дорога. Вся в заплатах. Уже больше 5 километров проехали. И следующий знак уже 2 километра. Такое ощущение, будто бы завтраками кормят. Ну, вернее, когда завтраками кормят? Завтра. Когда дорога-то нормальная пойдет. Река Балай. Балалайка.
Интересно, что за речка? Купаться-то можно? Вот такая. И на опасный участок дороги. 2 километра. Опять 2 километра. Через 2 километра снова будет знак. Опять 2 километра. Кругляши сена. Вот, видимо, этот трактор их катает. Накатывает. Ага, он собирает. А этот трактор, видимо, вот такую полоску делает из сена. Да, он такой штуковина делает их в одну линию. Тот трактор ездит, собирает кругляши. Вот, значит, это все как делается. Вот и узнали. А это не кругляш, это больше как рулон, как туалетная бумага. Остановился в теньке постоять, отдохнуть немного. Да, тут нифига. Как это так? Пополам просто. Молния, что ли, долбанула? Что-то не похоже. Так, налево и направо развалилось дерево. Так, там что-то понаписали. На километре таком-то находится передвижной пункт экстренной медицинской помощи. Короче, через 20 километров. О, какой серпантинчик-то, а? Охо-хо! Ну, дорога хорошая, можно и поснимать его. Кино. Да, до Красноярска уже рукой подать. Я уже проехал 84. Я думаю, еще километров 30 может проехать. И нормально. За километров за 20 от Красноярска где-нибудь встать. Там вон слева какая-то тоже дорога непонятная. Может, старая. Ну, по ходу дела, да, старая дорога. Чертеж! Чуть ли не чертеж! Такой небольшой ручеек. Охо, дымыхара-то какая. Вначале думал дым. Да это пыль. Походу типа какой-то карьер, наверное. Ну да. Пылища просто тьма. Сейчас внизу будет речка. Я хочу искупаться. Принять водные процедуры. Ага. Он уже 98 проехал.
Есауловка. Сразу песня Олега Газманова. Вспоминается Есаул, Есаул, что ж ты бросил коня. Ну вот она и речка. Так, ну вроде тропка туда есть. И вроде такое течение хорошее. Ну спуск прямо вообще огонь был. Вот такая речка. Есаул. Тут, кстати, можно с палаткой прямо встать. Балдеж! О, хорошо, да. Место просто великолепное. И для ночевочки, и все. Блин, я мало проехал 100 километров. Охота больше. Охота уже завтра к обеду в Иркутске быть. Ой, в Иркутске, в Красноярске. Все их путаю. Стоишь, ждешь. Это хорошо. То так выходишь, да, а велика нету. И все, приплыли. Какой-то Кускун впереди. О, Красноярск 37. Кускун впереди, значит. Но если там будет магазин, я бы даже, может, и заехал. Что-нибудь еще к чаю купить вкусненького. У дяди Заура жмеринка. Веранда у дедушки Бори. У дяди Заура, а веранда Бори. Вот так и поделили бизнес, видимо. По ходу дела будут строить 4-полосную автостраду. О, глядишь, через пару лет тут будет 4-полоска. Скорость показывает. Мою, интересно, покажет, нет? 38 еду. — 93 кто-то сзади едет. Разъезды что-то делают. А вот и доехали до этого места. Ну все, перед Красноярском вот началась такая дорога. Ну, это классика жанра. Перед любым областным городом вот такая дорога начинается. А вот там, что строили, ее будут просто продолжать. Все, я решил остановиться вот где-нибудь здесь, либо слева, либо справа. Хорош на сегодня ехать, солнце уже садится. В общем, вот такое место. Туда сходил, там трава вот посюда. Я думаю, да нафиг надо в эту траву лезть. Всех комаров и всю мошкару будить. Они же потом сразу кусаться начнут. Ага, вот здесь труба. Ну, в общем, тут хорошее место такое. Пойдет. Эти сосенки меня будут закрывать, да. Отлично. Ну, где-нибудь здесь палатку поставлю. Ладно, располагаемся. Наши апартаменты на сегодня найдены. Поставил палатку.
Невозможно, это машкары тут летает. Тьма просто. Ужас. Сейчас бы вот эту сеточку на голову. Вообще просто их. Откуда они все тут взялись? Комаров нету. Ну, блин, двух видел только и все. Становится, мошка летает. Ужас. В палатку он набилась. Но я вам сейчас устрою газовую атаку. Ну, спиралькой их там подушу как следует. А там все вам. Ну ладно, в общем. Кушать готовлю. Вот такая у нас сегодня говядина. Хлеб, чай. Все как обычно. И главное, с утра же нету этой мошки. Вот она под вечер с ума сходит, летает. Блин, ладно, у меня вот борода еще как-то отросла, как-то более-менее защищает. А если без нее, так вообще сожрут. Да и так жрут. Ладно, надо. Думал, костерок может развести. Да потом здесь нафиг трасса, увидит дым кто-нибудь, там позвонит. Пожар, ну и там это, походу лес горит. Приедут, еще буду спрашивать, что, кого-то, что-то тут сжег. Так что на газу все сделаю, ладно. А ниндзя. Вот так вроде меньше мошки лезет. Теперь они в глаза влезут. Да и так тоже в глаза лезут. Ну, вот здесь вот этот уже не раз от него запинался. Вот так вот вообще нормально. Вроде через очки они не залазят. Да. Видок, конечно, у меня капец. Ну да. Кстати, на вид тушеночка ничего такая. Прям вообще битком забитое мясо. И она так, в принципе, 220 что ли стоила. Неплохо, неплохо. Нравятся мне вот эти консервы плоские. Обычно там всегда неплохо приготовлено. И вот такой хлебушек. Батон с кунжутом, нарезка. Мягкий, свежак. Вот такая экипировка реально работает. Мошка, в принципе, не лезет, не достает. Это просто невозможно было стоять надо. Приехал, вроде ее не было вначале, а потом что-то откуда-то появилось все больше, больше, больше. Потом еще целый рой стал летать здесь. Вот еще буду так, как ниндзя, ходить по вечерам. Еще бы эти очки водолазные, такую с круглым таким, бам себе, маску. И все, и вообще будет зашибенно. Ну, вот солнце уже село почти. Чуть-чуть осталось. Так, а как кушать-то, кстати? Рот-то закрыт. Ну ладно. Разогреем, разберемся. Время попробовать эту тушеночку. Да, выглядит довольно-таки неплохо. Так, ну-ка вначале бульон. Ой, сразу ловушка попалась. Ну, бульон, ничего такой. Я еще даже не посмотрел, что за тушенка, откуда, кто производитель. Сразу набросился. Ну что, в общем, приятного аппетита мне. Поехали. Так, ну и за один хлеб попробуем. С кунжутом. Батон как батон. Главное, свежий. Вкусняшка. Ну реально неплохая тушенка, кстати. Ну что, в принципе, вот такой денек. Что добавить? Сегодня велопутешественницу встретил. Да. Ни разу не встречал. Ну, в этом путешествии. Маша зовут. В общем, если ты смотришь, тебе еще раз огромный привет. Надеюсь, у тебя все получилось. Вся твоя задумка.
проехать этот маршрут. Да, горы ее ждут, если она поедет. Ого-го. Особенно если с востока на запад ехать, на Монголию. Там же Алтайский хребет этот начинается. Ну, гор она хапнет, конечно. Потом еще Алтайские горы, Чуйский тракт. Там тоже 2 перевала огромных. Да. Ну, надеюсь, у нее все получится. Для первого путешествия я бы на ее месте на первое путешествие, наверное, все-таки бы до Байкала доехал и обратно. Вот это будет вообще идеально. Либо по Чуйскому тракту куда-нибудь там. С Новосибирска, что, на юг поехал, вот тебе и Чуйский тракт. Не так уж и далеко. И можно ноги накачать, размяться, красоты эти посмотреть. Так, ну что, посмотрим, сколько я сегодня проехал. «117,88». 7 часов 7 минут ехал. Что там по температуре? 19,3. А по высоте? Ну, была сегодня такая высота, 970. Ну, в общем, вот такой денек. Завтра Красноярск. Тут, наверное, что, километров, да меньше 30-ки осталось уже, наверное. Раз, тем более, вон, 4-полосная дорога пошла. Обычно такую дорогу за километров за 20, за 30 делают. Так что посмотрим завтра. Красноярск. Областной город, все-таки как-никак большой. Енисей посмотрим. Великая река Енисей, да. Ну, что, в общем, все на этом. Завтра увидимся, пока. Я кушать, чай пить. Ну и все. И отдыхать ложиться, да. Все, пока.